Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня я хочу показать вам очень интересный элемент, который может преобразить даже самый простой фасон. Это вот такая ажурная панель, которая легко вписывается в теплый зимний свитер. Ажур в сочетании с плотным теплым полотном смотрится особенно эффектно и создает своего рода легкость, воздушность и акцент на центральной части изделия. Такой элемент может стать главным украшением и подчеркнуть женственность и сделать модель более изысканной. В этом видео я покажу и расскажу, как вязать этот узор, также как гармонично сочетать его с лицевой гладью, выполнить все переходы, чтобы смотрелось так, как на фото, которое вы видели чуть раньше. Еще этот узор можно легко адаптировать для других изделий, к примеру, кардиганов, жилетов, шарфов, шалей и множество других вещей. К примеру, сочетать этот узор со жгутами в кардигане и шарфе. Выделить низ жилета или же свитера. Ну и, конечно же, связать полностью вот таким узором хлопковый топ или уютную шаль из мохера. Вариантов, как видите, множество, а это значит, что вы сможете использовать такой легкий в исполнении узор в разных проектах, создавая свои неповторимые вещи. Давайте сейчас его рассмотрим. Вот так выглядит узор при вязании снизу вверх. Практически не отличается он, если не присматриваться, то вязание от горловины выглядит очень-очень похоже. Изнаночная его сторона выглядит вот таким вот образом. В зависимости от того, какое изделие вы задумали связать, пряжу можно использовать для такого узора практически любую. Это могут быть летние виды пряжи, хлопок, бамбук, лен. Также будет он смотреться, как на моем образце, из шерсти, потому что свой образец я вязала из пряжи, в составе которой 60% шерсти и 40% кашемира. Длина ниточки в 100 граммах 200 метров, и вязала я его на спицах номер 4. Также подойдет для вязания ленточная тонкая пряжа. Будет очень красиво и фактурно выглядеть вот эта ажурная часть. Подойдет легкая буклированная пряжа, в составе которой будет достаточно высокий процент шерсти. Изделие получится очень красиво, изысканно, гармонично. Там будет сочетаться и рельефность узора, и структура букле. И вот все это в комплексе выглядит вживую очень красиво. Образец я с такой пряжи стараюсь не вязать, потому что очень плохо виден рисунок. Да, он невыразительный, но само изделие получается очень гармоничное. Также можно здесь добавлять или полностью вязать из легкой фактурной пряжи, или же ее просто добавлять, выделяя и делая какие-то акценты. К примеру, какая-нибудь одна или две горизонтальные полосы по всему изделию или же только по рукавам. Также можно вставить вертикальную полосочку. Тоже очень это будет красиво и гармонично. Здесь нужно просто смотреть именно, подбирать вашу пряжу, смотреть фактурную пряжу и их сочетание в изделии. Итак, а сейчас давайте просто приступим к практической части. Раппорт данного узора составляет 6 петель в ширину и 16 рядов в высоту, что делает его очень удобным для вязания изделий с азиатским ростком. Итак, у меня на спицах 23 петли. Я буду провязывать 2 раппорта этого узора, так же, как и говорила ранее, покажу переход к лицевой глади.
Итого у меня 12 петель, это 2 раппорта данного узора, 1 петля симметрии, которая относится к ажурной его части. Все остальные петли, их будет произвольное количество, это будет лицевая гладь. Итак, первый ряд кромочную я переснимаю. Далее у меня идет 3 лицевые петли. У вас это количество будет другое для изделия. Дальше 1 изнаночная, 1 лицевая и начинаю вязать сам узор. 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли должны быть открыты, то есть вторая дужка смотреть на меня. И провязываются они вот таким образом. Далее делается накид, 1 изнаночная петля. Это не совсем изнаночная петля, это петля платочного узора. То есть я ее буду провязывать и в лицевых, и в изнаночных рядах изнаночной. Вы можете в лицевых рядах провязывать лицевой и в изнаночных также лицевой. Мне удобнее по изнаночной стороне вязать все изнаночные петли, поэтому я петлю платочного узора провязываю изнаночной и по лицевой стороне, и по изнаночной. Далее накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь я меняю расположение петель на классическое, чтобы первая дужка смотрела на меня, и провязываю их вот таким вот образом. Далее 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 платочная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, 1 изнаночная петля и далее вяжу лицевые петли столько, сколько мне нужно для ширины моего изделия. То есть вот этим перед изнаночной петлей лицевая петля, далее изнаночная и пошли все лицевые петли. Это и есть уже сам переход. Узор заканчивается перед вот этой первой лицевой петлей. Точно так и с этой стороны. Буду провязывать в следующий раз. Я акцентирую ваше внимание на этом моменте. А сейчас давайте вместе провяжем второй ряд. Все здесь ряды провязываются по рисунку, но так как здесь есть платочная петля, то нужно это учитывать и не провязать ее в изнаночном ряду, к примеру, лицевой петлей, неправильной, скажем так. Итак, кромочную я пересняла. Провязываю 3 изнаночные, 1 лицевая, это переход к лицевой глади, и 1 изнаночная. Переход я связала. Начинаю вязать сам ажурный узор. 1 изнаночная, накид провязываю открытой изнаночной петлей. Между накидами у меня всегда будет идти платочная петля. И поэтому, в принципе, запутаться будет сложно, если вы, к примеру, выбрали вариант, что вы в лицевых и изнаночных рядах провязываете эту петлю лицевой. То вот таким образом вы можете ориентироваться, какая это петля. Далее накид провязываю открытой изнаночной, провязываю изнаночные петли. Вот у меня 2 накида, а между ними платочная петля. Накид провязываю открытой изнаночной. Петлю платочного узора я провязываю также изнаночной петлей. Накид открытой изнаночной. 1 изнаночная и перехожу к самой лицевой глади. 1 изнаночная, 1 лицевая и 3 изнаночные петли. Третий ряд. Кромочную переснимаю. Далее вяжу лицевой гладью, то количество, которое нужно, в моем случае это 3 петли. Выполняю переход от лицевой глади к ажурной части, провязывая 1 изнаночную и 1 лицевую петлю. Теперь вяжу сам ажурный узор. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая,
2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Ажурную часть я закончила вязать. Вы повторяете то количество раппортов, которое нужно. В моем образце связано 4 раппорта ажурного узора. В этом образце я провязываю 2 раппорта узора. Вы вяжете то количество, которое вы видите на своем изделии. Это может быть и 1 раппорт узора, к примеру, по центру рукавчика. Итак, далее выполняю переход к лицевой глади. Провязываю 1 лицевую, 1 изнаночную. Дальше все петли пошли лицевой гладью. Четные ряды я дальше буду пропускать, потому что они провязываются по рисунку. Единственное, нужно быть внимательным, когда провязываете платочную петлю. 5-й ряд. Кромочную переснимаю и вяжу лицевой гладью. Далее выполняю переход от лицевой глади к ажурному узору и провязываю 1 изнаночную петлю, 1 лицевую. Далее сам ажурный узор. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я довязала ажурную часть и выполняю переход. 1 лицевая, 1 изнаночная, далее лицевая гладь. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 7-й ряд. Кромочная, лицевая гладь, переход от глади к узору, 1 изнаночная, 1 лицевая и ажурный узор. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Ажурная часть закончена и выполняю переход. Лицевая, изнаночная, далее лицевая гладь. В моем случае это 3 лицевые петли. 9-й ряд. Кромочная, лицевая гладь, произвольное количество, переход к ажурному узору, изнаночная и лицевая петля. И начинаю вязать вторую часть раппорта узора в высоту. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 платочная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево и накид. Я закончила вязать ажурную часть. Выполняю переход, 1 лицевая, 1 изнаночная и лицевая гладь. 11-й ряд. Кромочная, лицевая гладь, переход, 1 изнаночная, 1 лицевая, ажурная часть, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево и накид. Далее выполняю переход, 1 лицевая, 1 изнаночная петля и далее идет лицевая гладь. 13-й ряд. Кромочная, лицевая гладь, переход,
1 изнаночная, 1 лицевая. И сам ажур накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 платочная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Ажурную часть я закончила. Выполняю переход. 1 лицевая, 1 изнаночная и ряд заканчиваю лицевыми петлями. 15-й последний лицевой ряд этого ажурного мотива. И обратите внимание, неважно, какое количество раппортов вы будете провязывать этого ажурного узора, мотива, начинать и заканчиваться он будет точно так же, как у меня в этом маленьком образце, который я провязываю вместе с вами. Итак, 15-й ряд. Кромочная, лицевая гладь, переход 1 изнаночная, 1 лицевая, ажурный мотив, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 платочная петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево и накид. Я закончила ажурную часть, выполняю переход 1 лицевая, 1 изнаночная и ряд заканчиваю лицевой гладью. Вот так выглядит один раппорт данного узора. Надеюсь, такой интересный элемент вдохновил вас на новые проекты, а какие именно, я с удовольствием почитаю в комментариях под этим видео. Всем хорошего дня и до встречи на канале!